Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. И сегодня хочу сказать вам об одной, можно сказать, гипотетической ситуации, которая теоретически могла бы произойти со мной, с юристом Валерием Табаковым, и я сравню эту гипотетическую ситуацию с реальной историей Валерия Дымова, который публично высказался об убийстве Андрея Портнова. Представьте, я, подобно Дымову, дал интервью, где сказал о ликвидации Ирины Фарион. Вещи, схожие с тем, что Дымов говорил о Портнове. Давайте разберем, что было бы дальше. Какие последствия ждали бы нас обоих. И что это говорит о свободе слова в Украине. Поехали. Начнем с реального события. 21 мая 2025 года Андрей Портнов, бывший советник Януковича, был застрелен в Испании. Валерий Дымов, известный активист, в прямом эфире на одном из украинских каналов заявил следующее. Портнов – враг Украины, символ коррупции и пророссийского реваншизма. Я знаю людей, которые хотели бы выпить за здоровье тех, кто его ликвидировал. Не призыв, а предупреждение, если суды продажные, народный трибунал найдет врагов. Портнов получил собачью смерть. Дымов назвал Портнова врагом, обвинил его в манипуляциях судами и коррупции. И его слова о «выпить за здоровье убийц» были восприняты как эмоциональное одобрение убийства. Он подчеркнул, что это не призыв, а констатация общественных настроений. Тон его речи резкий, эмоциональный, с выражениями вроде «собачья смерть». И этот тон вызвал бурю обсуждений. На социальных платформах начались споры. Одни поддерживали Дымова, видя в Портнове предателя. Другие обвиняли Дымова в оправдании насилия. Я изучил текст выступления Дымова. Дымов не призывал к убийству, но его риторика создавала впечатление, что он оправдывает внесудебную расправу. И это важно, потому что в Украине такие слова могут подпадать под статью 436.1 Уголовного кодекса. Публичное оправдание преступления. Давайте запомним этот момент, он нам понадобится. А теперь, друзья, представим, что я, Валерий Табаков, защитник прав русскоязычных граждан Украины, дал интервью на YouTube-канале, посвященном правам русскоязычных украинцев. И что это было бы после убийства Ирины Фарион, которое произошло 19 июля 2024 года во Львове. Фарион
фигура, вызывавшая и вызывающая споры. Она была ярой сторонницей украинизации, но ее слова, например, о том, что русскоязычные солдаты ВСУ не украинцы, оскорбляли миллионы граждан. Отчет ООН апрель-май 2025 года подтвердил, русскоязычные граждане Украины сталкиваются с дискриминацией. И вот я в гипотетическом интервью говорю следующее. Моя риторика зеркалит Дымова. Я не призываю к насилию. Я констатирую настроение части общества. Ссылаюсь на отчет ООН для легитимности и использую эмоциональное выражение, типа «заплатила за раскол», «народ найдет справедливость». И, как и Дымов, я, предположим, подчеркивает, что это не призыв, а предупреждение всего-то навсего. Там про собачью смерть уже не будем, а почему бы и нет? Зеркально так зеркально, то есть, опять же, гипотетически. И давайте будем честны. Такие слова звучали бы провокационно, и особенно во время войны, когда языковый вопрос в Украине – это пороховая бочка. Вернемся к Дымову. Его слова вызвали резонанс. Это я прогнозирую ситуацию, ее реально нет, но прогноз вполне реальный. Его слова Дымова вызвали резонанс. СБУ открыла уголовное дело по статье 436.1 «Публичное оправдание преступления». Прокуратура утверждала, что фраза о «выпить за здоровье» и выражение вроде «собачья смерть» оправдывают убийство Портнова и могут вдохновить на новые акты насилия. Дело рассматривается в Печерском районном суде города Киева. Адвокаты Дымова настаивают, что он не призывал к насилию, а просто выражал мнение, основанное на коррупционной репутации Портнова, которая, между прочим, подтверждена санкциями США, но не санкциями Украины. Адвокаты Дымова ссылаются на свободу слова, общественное настроение, ведь многие украинцы действительно считали Портнова предателем, отцом коррупции. Судебные заседания сопровождаются протестами. Сторонники Дымова кричат о борьбе с коррупцией, а правозащитники об опасности оправдания вне судебных расправ. Итог. Суд признает Дымова виновным, но дает условный срок – 2 года и штраф. Почему? Портнов был одиозной фигурой, и суд учел общественную поддержку Дымова. Но приговор все равно вызвал споры. На социальных платформах, таких как X, хэштеги «Дымов за справедливость» и «Дымов преступник» набрали миллионы просмотров. Испанские власти, расследующие убийство Портнова, запрашивают у Украины информацию о риторике Дымова, чтобы понять мотивы преступления. А теперь представим, что было бы со мной. Мои слова о Фарион вызвали бы бурю. Националисты и сторонники Фарион, особенно во Львове, назвали бы меня пророссийским провокатором. Русскоязычные граждане, особенно
в Харькове, Киеве или Одессе могли бы меня поддержать, ссылаясь на дискриминацию, подтвержденную решением ООН. На X началась бы война хэштегов «Табаков прав» против «Табаков предатель». СБУ открыла бы дело по статье 436.1 и, возможно, по статье 161 «Разжигание межнациональной розни». Ведь мои слова о Фарион могли бы быть интерпретированы как усиление языкового конфликта. Дело рассматривалось бы в Галицком районном суде Львова, где Фарион – герой. Прокуратура представила бы мое видео и комментарии на X, где пользователи обвиняли меня в поддержке убийства Фарион. Мои адвокаты ссылались бы на отчет ООН дискриминации. Мы бы подчеркивали, что я не призывал к насилию, по аналогии с адвокатами Дымова, а говорил просто о настроениях людей. Там про собачью смерть, опять же, не будем, да? Но суд под давлением общественного мнения и патриотического имиджа Фарион признал бы меня виновным. Приговор 3 года лишения свободы, учитывая чувствительность языкового вопроса и то, что Фарион воспринимается как национальный символ, в отличие от портного. Я подал бы апелляцию, и мои сторонники запустили бы международную кампанию, ссылаясь на ООН. В итоге апелляционный суд смягчил бы приговор до условного срока, но обязал бы меня удалить видео и публично извиниться. Это вызвало бы протесты русскоязычных активистов, которые обвинили бы власти в двойных стандартах. Дымову условный срок, а мне более суровое наказание. Итак, друзья, что мы видим? Дымов и я гипотетически сказали схожие вещи, но последствия оказались разные. Дымов получил мягкий приговор, потому что Портнов – фигура, связанная с коррупцией и пророссийской деятельностью. Мои же слова о Фарион, патриотке, вызвали бы более жесткую реакцию, несмотря на отчет ООН о дискриминации русскоязычных. Почему? Потому что в военное время языковой вопрос – это минное поле. Эти дела показали бы, что свобода слова в Украине под угрозой. Мы, друзья, не можем говорить открыто, не рискуя стать мишенью. Дымов и я гипотетически, а Дымов реально, выражаем мнение, но оказываемся на скамье подсудимых. И это сигнал. Власти боятся резонансных тем, будь то коррупция или языковая дискриминация. Я призываю вас, думайте, анализируйте, пишите в комментариях, что вы думаете о таких гипотетических делах. Подписывайтесь, делитесь этим видео и давайте бороться за справедливость. Не насилием, а законом. Мы должны говорить правду, как бы это сложно не было. Спасибо, друзья, за внимание. С вами был юрист Валерий Табаков. Всего вам доброго. До новых встреч.